Мы слышали о совершенных числах, не так ли? Мы говорили здесь о них раньше. Видео было одним из первых. Напомним, что такое совершенное число, потому что оно будет иметь отношение к тому, что такое тройное совершенное число. Итак, совершенное число – это число вроде 6. 6 – совершенное число. И это потому, что факторы 6 – 1, 2, 3 и само 6. На самом деле, мы будем игнорировать это число. Если мы сложим другие факторы, таким образом у нас будет 1 плюс 2 плюс 3. В конечном итоге мы придем к исходному числу. У нас будет 6. Следующее идеальное число – 28, и оно работает так же. Если вы посмотрите на факторы 28 и сложите их, вы получите исходное число. Следующим будет 496. Это совершенное число. После него идет число 8128, и они продолжаются. Так что у них большой разнос. Мы думаем, что их бесконечно много, а мы уже нашли 50. Самое большое из найденных нами, самое последнее совершенное число составляет 46 миллионов цифр. Поэтому мы думаем, что их бесконечно. Хотя мы не доказали, что это правда, и все найденные нами совершенные числа четные. Мы еще не сталкивались с нечетным совершенным числом. Так что это еще не доказано. Но это определение, которое я вам дал, было довольно странным, потому что я проигнорировал само число. Я произнес все факторы, кроме самого числа. Вы просто можете добавить все факторы, включая само число. Прекрасно. И тогда вы могли бы сказать, что такое совершенное число, вы складываете все факторы и получаете удвоенное исходное число. Это нормально. Что произойдет, если мы сложим все факторы и получим тройное число? Это тройное число. Наименьшее тройное совершенное число – 120. Если мы посмотрим на факторы 120, это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120. Так что это факторы 120. И если вы сложите их, вы получите 360. Вы получите в 3 раза больше исходного числа. Так что это первая попытка совершенного числа. Позвольте мне написать следующее. Давайте начнем список со 120. А следующее – 672. Следующее совершенное число после этого – 523 776. А следующее число – 459 миллионов 818 тысяч 240. А потом идет 1 миллиард 476 миллионов 304 тысячи 896. А следующее, я бы мог уместить его где-то здесь. 51 миллиард 1 миллион 180 тысяч 160. Так что у меня их написано 6. И это все. Это все, что мы знаем. А также думаем, что это полный список. Думаем, что это их конечное число. Что их только 6. Это полный список. Есть 6 совершенных чисел. Это не доказано, но мы действительно верим, что это полный список. Пара причин для этого. Мы искали их довольно долго. Мы искали огромные числа длиной в 350 цифр, действительно большие числа, но они просто заканчиваются. Таким образом, у нас есть тройное совершенное число в сотнях, есть тройные совершенные числа в тысячах, также в миллионах и в миллиардах. А потом они просто прекращаются. И было бы очень странно, если бы они были каким-то огромным тройным совершенным числом. Так что есть этот огромный разрыв, а затем внезапно появляется другое тройное совершенное число. Это было бы очень странно, если это так. Теперь мы не знаем, что это полный список. Но было бы очень странно, если бы это был не полный список. И есть другие причины, почему мы думаем, что это полный список. Потому что это связано с совершенными числами. На самом деле это связано с нечетными совершенными числами. Если вы помните, я говорил, что мы пока что не нашли нечетных совершенных чисел. И есть связь между нечетными совершенными числами и тройными совершенными числами. Если бы у вас было число, давайте просто назовем его n. И если оно совершенное нечетное, то 2n – это тройное совершенное.
Так что это означает, что если мы найдем странное совершенное число, оно будет огромным. Если мы когда-нибудь его найдем, конечно. А если найдем, то автоматически найдем и новое тройное совершенное. Так что, если либо мы найдем это странное совершенное число, и этот список еще не полный, или этот список полный, что означает, что они не нечетные совершенные числа. Во что мы верим, не доказано, но мы твердо убеждены, что это правда. А есть четверные совершенные числа? Я рад, что вы спросили, потому что да, абсолютно. Таким образом, есть четверные и пятерные совершенные числа. Мы можем их показать. И это не наигранно, это был настоящий вопрос. Наименьшее известное нам четверное совершенное число — 30 240. Так что, если вы посмотрите на факторы этого числа и сложите их, вы получите в 4 раза больше исходного числа. Есть 36 известных четверных совершенных чисел, а затем список просто заканчивается. Мы больше не можем их найти, потому что, опять же, мы думаем, что у нас есть конечный список, и думаем, что у нас есть все совершенные четверные числа. Конечно, вы можете сделать еще один шаг вперед. Посмотрите на пятерные совершенные числа. Наименьшее из них – это 14 миллиардов 182 миллиона 439 тысяч 40. Их 65, те, которые мы нашли. И опять же, это то же самое, похоже, это конечный список, потому что мы нашли 65 из них, а затем он просто обрывается. Мы убеждены, что это конечный список. То же самое верно для шестерных и семерных совершенных чисел. Думаем, это все. Полный список просто обрывается.